Мы можем сделать почти пассивный дом, где мы пользуемся, отапливаемся, даже уже машину заряжаем за счет электричества. Немножко больше, чем 200 квадратов за 100 евро в месяц отапливать, обогревать и теплую воду содержать. Концепция просто технически ПФ-анлага на крышу поставить, она перестала работать. Только за того, что у тебя второй счетчик стоит, ты 30 евро в месяц платишь только за тарифирование этого счетчика. Быть полностью независимым, этого не достигнете в Германии ни в какой точке. 600 евро, которые люди платят за электричество и газ вместе взятыми, можно прийти. Скажи, пожалуйста, вот я, допустим, такой человек, что если ты ко мне придешь и скажешь: Оксан, вот у тебя есть уже вärmelyftpumпы, но за ля-анлага и ПФ-анлага у меня еще нет. Правильно ли понимаю я и другие такие же женщины, или клиенты, что, грубо говоря, мы можем сделать почти пассивный дом, где мы пользуемся, отапливаемся, даже уже машину заряжаем за счет электричества, то есть у нас, грубо говоря, у нас все привязано к электричеству. Насколько ты рекомендуешь, насколько это интересно совмещать ПФ за ля-анлаге, ты нам разницу расскажешь, с вärmelyftpumпой, потому что у нас, грубо говоря, от света вообще полное обеспечение идет. Ну, само собой разумеется, потому что в этом случае центральный энерготриггер, так называемый, то есть сама несущая основа всего этого дела, это электричество. И по одной простой причине я тебе даже могу сейчас, пальцев не хватит, дать тебе референс-объект там, где мы уже поставили. Я сам в таком доме живу, мы с тобой строились примерно в одно время, я знаю. Вот ты на газе осталась, а я себе сделал теплонасос. Нет, у меня вärmelyftpumпы. Теплонасос с люфтунгсанляга и плюс ПФ-анлага. У меня тоже. 14 киловатт пик, который дает мне возможность немножко больше, чем 200 квадратов за 100 евро в месяц отапливать, обогревать и теплую воду содержать. То есть это все зависит от того, как ты этот концепт делаешь. Это выгодно. Это надо делать, но это надо делать с умом. Просто так паушализировать и сказать, что выгоднее соляр и ПФ. Теперь вопрос, а все понимают разницу между соляр и ПФ? Ты, вот когда ты говоришь соляр-анлага, это что ты имеешь в виду? Объясни нам. Очень все просто. То есть в соляре протекает вода физически или жидкость, которая нагревается, находясь на крыше. Она потолще такая. Да, она потолще, ее можно различить. А в ПФ ничего не протекает, кроме как электричество. То есть там нету никакой жидкости, а эти модули потоньше, они так называемые бифациальные сейчас идут. То есть они с двух сторон, принимая солнечные лучи, производят электричество. Окей. Супер. Ну, тогда мы можем плавненько перейти в тему, которая очень часто почему-то от женщин приходит, потому что они наслушались в интернете от блогеров, что машину надо обязательно заряжать ночью, потому что тогда твоя машина, она работает как батарейка, чтобы лишний свет, ну, если мы уже ПФ-анлагу установили, денежки экономим, дом обогреваем, можешь немножко в этом направлении тоже развеять эти мифы? Надо ли машинку заряжать всегда только ночью и почему это происходит? Я знаю, что ты будешь сейчас уже смеяться, мы эту тему уже раньше на термин. Здесь проблема заключается в том, что машина, конечно, она не спрашивает, когда ей разрядиться, да, она просто разряжается. Здесь опять-таки же фактор лето-зима большую роль играет. Скажем так, в практике на данный момент, само собой разумеется, если есть батареи-шпайхер, то есть не только модули на крыше, которые производят электричество в моменте, потому что PV-модуль, он работает очень просто, физикалиш. На него солнце светит, он производит электричество. Солнце не светит, производит, если меньше. Или же ночью он не производит ничего. Поэтому заряжать машинку ночью, не имея батареи шпайхера, который аккумулирует произведенную электроэнергию, которая за день произвелась, и потом отдает в машину, но не совсем выгодно, потому что или же надо N-тариф иметь от Энергифезоргера, то есть ночной тариф, это опять-таки же связанный с новым счетчиком, это абсолютно другой электроблок в доме должен состоять. Но здесь Энергифезоргеры в наше время уже отошли от этого, потому что они подогнали стоимость вот этого вот тарифа практически к нормальному тарифу. То есть разница минимальна. Поэтому, скажем так, вот если коротко, я бы не стал советовать, имея просто ПФ-анлага без какого-то энергоменеджмента и батареи шпайхера, заряжать вашу машину ночью. То есть надо грамотно рассчитать, чтобы было правильное то количество этих шпайха,
которые надо именно для этого дома по соотношению к тому, сколько у них модулей этого PV-анлага работает и продуцирует свет. Ну, здесь опять-таки же исходная ситуация не от модулей зависит, от количества квадратных метров на крыше Окей. и как расположена крыша именно к солнцу. То есть эффективность вообще, мы, когда планируем вот такие вот анляги, у нас есть специальные программы, которые рассчитывают в зависимости от того, где, потому что Это был следующий вопрос, да? солнцеизлучение, оно вот на юге, там, допустим, в Мюнхене намного выше, чем у нас на севере. Поэтому КПД таких вещей, оно различается. Не сильно, но, скажем так, на севере, вот если взять мою анлягу, это Шлезвиг-Хольштейн, центральная часть Шлезвиг-Хольштейна, скажу так, что вот... У меня есть вермолюфтпумпы. Да. У меня есть дом, в котором я живу, и анлигавон, который я сдаю. Благодаря вермолюфтпумпам мы действительно сэкономили неимоверно большое количество, и мне горячая вода и отопление на 2 дома, грубо говоря, там 92 квадратных метра, у нас где-то там под 180, выходит всего лишь 250 евро, что является неимоверно дешево для 2 больших семей. Если бы я сейчас сказала, вот какой мне воздух закачать в колеса, что бы ты посоветовал, допустим, поставить Золя PV-анлага, приблизительно сколько бы это стоило, вот окей, у меня пример с 2 домами, но если бы это был 1 дом, приблизительно сколько бы это бы стоило, и насколько бы мои косты, допустим, за именно этот счетчик, который отвечает за горячую воду, за отопление, там отдельный, да, счетчик для вермолюфтпумпы, сколько бы я экономила, и сколько бы я экономила еще с обычного счетчика, который я потребляю обычную энергию. Ну, опять-таки же, видишь, ты сейчас пытаешься приблизительно, людей запутать. Но нет, я не хочу запутать. Мы должны здесь четко понимать, у тебя просто PV-анляга или у тебя PV-анляга с батарей-шпайхером. А вот это скажи. То есть, поэтому сейчас у нас гонка почему-то идет вот в населении, в людях, которые наслышались, это потому что концепция просто технически PV-анляга на крышу поставить, она перестала работать. Да. Она абсолютно перестала, она выживает себя. То есть продавать городу напрямую, это уже не так интересно. Это вообще не интересно, поэтому вся концепция заключается в правильном так называемом энергоменеджменте. Я хочу только, вот мой пример возьмем, я хочу экономить деньги для своей семьи. Твой пример, то есть у тебя что получается по сравнению с классическим случаем? Ты экономишь, первый случай – это газ. Да, у тебя газа вообще дома нет. Нет газа, да. Да, то есть, потому что, чтобы люди понимали, что мы разговариваем только за затратную часть по электричеству, а потом мы ее начинаем расщеплять. Частичное электричество, которое уходит на потребление для того, чтобы ты смотрела телевизор и феном слушала голову. Но есть 2 отдельных счетчика. Да. Есть 2 отдельных счетчика, но опять-таки же целенаправленно иметь 2 отдельных счетчика или уже нет. И это уже к второму больше тендирует. Нету смысла второй тариф брать. По одной простой причине, только счетчик. А я не знала, что можно выбирать. Можно выбирать. Вот у нас строили, нам сказали, надо 2 счетчика. Во-первых, не надо, а во-вторых, невыгодно. Потому что только за того, что у тебя второй счетчик стоит, ты 30 евро в месяц платишь только за тарифирование этого счетчика. Вот. А экономия вся кончилась, потому что разница между тарифами 2,5-4 цента на киловатт-час. Вопрос здесь другой. У нас потребители какие? Нормальные потребители, допустим, люди, которые без детей живут в доме там 120-150 квадратов, они потребляют в среднем в год 4-6 тысяч киловатт-часов. И это уже достаточно много. Им не нужна 30 кW пик анляга на крыше ПФАУ. Это заблуждение. Хорошо, давай... Вот когда ты говоришь, вот у меня есть теплонасос, это хороший потребитель, потому что только теплонасос может до 6 тысяч киловатт в год потреблять. У меня есть машина, которая у меня тоже так же там 80, 60, 80 Сейчас киловатт. уже даже 2 машины у многих. Это потребляет энергии, где я хочу ее дома более дешево заправлять, а не на работе где-то через ляды штацион. И у меня есть нормальный фибрал. Вот тут надо разбираться. И здесь надо смотреть, какой у меня энергоменеджмент, потому что смысл Einspeisevergütung потерял. То есть классический случай. У меня сейчас максимально солнце светит на крышу, я загачиваю в этот момент, скажем так, электричество государству за 6 центов, Einspeisevergütung, а как только у меня солнышко за тучку зашло, я в этот момент покупаю за 35, за 40. Это вообще нечестно именно к применению пользователя. Те люди, которые захотят это сделать, естественно, есть смысл взять
консультанта, который просчитает, да, что в их случае надо или какое количество надо, что они будут экономить и какой им шпайха нужен для того, чтобы им хватало этим пользоваться, чтобы не надо было потреблять еще с сети электроэнергию, правильно? Да, абсолютно верно, но Но здесь все равно опять-таки же маленький пример, заметочка. это ты делаешь каждый день. Маленький пример, ну, если не мой брать, может, он сложный. Маленький пример, допустим, обычная семья, Einfamilienhaus, небольшой, да, там 100 квадратных метров, к примеру, да, вот эти старые еще дома, которые вот классические были, да, 100, Да. от 65 даже там до 120, это были раньше вот такие старенькие дома, которые многие перестраивают и так далее, и так далее. То вот установив эти ПВ-анлаги, установив вермолив-помпы. Вот пример моей клиентки. Она за такой домик, она его красивенько перестроила, сделала все очень красиво. Прям вот, знаешь, вот в эту вот крышу прям вынесла кусок крыши, что прям до потолка в одном месте. То есть такая креативная женщина, но у нее затопление выходит, затопление горячей воды 600 евро. И она говорит, хочу обязательно себе сейчас сделать концепт, я согласна и ПВ-анлага, если надо. То есть она говорит, мне еще работать лет 15, да, вот в таком возрасте, сейчас у меня пик моей карьеры, я зарабатываю хорошо, меня вообще не интересует, что я там отобью, не отобью, я живу в своем домике, который я своими руками полностью модернизировала, он мне нравится, я сделала терраску под себя до старости, я хочу здесь жить всю оставшуюся свою жизнь, мне все нравится. Но мне не нравится платить 600 евро, которые с каждым годом еще становятся больше. Вот в этом случае у нее нет мужа. В этом случае для такого человека, который говорит, да, я готова инвестировать и 10, и 20, и 30, если что-то, или даже 50, если что-то получу назад, буду рада, но моя задача в тот момент, пока я работаю, пока я зарабатываю, я хочу инвестировать для будущего, чтобы через 10-20 лет или следующие 10, 20, 30 лет, где я буду наслаждаться в этом доме, у меня были наименьшие затраты на коммунальные, да, чтобы я была в этом уверена. Вот сколько приблизительно будет стоить вот такому примеру 100 квадратных метров дом, она уже окна поменяла, все делала супер, вот ее осталось только... Тут инвестиционный порог, скажем так, начинается где-то от 30 тысяч, заканчивается где-то при 70-80 тысячах, в зависимости Это от если и количества. вермолюфтпумпы, и... Если комбинировать вермопумпы, может быть, частично с ПВ-анлага, потому что эта комбинация работает идеально. Да, потому что вермопумпа, поглощая, скажем так, определенное количество электроэнергии, тут надо опять-таки же разбираться, если мы чуть-чуть затронем, то есть те люди, которые опять-таки же считают, что мы можем через батареи шпайхер амортизировать и прийти Обычное к максимальному собственному потреблению и исключить закупку электричества от энергофизора, то есть быть полностью независимым, этого не достигнете в Германии ни в какой точке. Да? Да, по одной простой причине, потому что в месяца, скажем так, с середины конца октября по конец марта, даже независимо, какой бы мощности у вас батареи шпайхер был дома, вы не сможете быть независимым. Но минимировать мы можем. Минимизация достигает до 60%, 60-70%, то есть 600 евро, которые люди платят за электричество и газ вместе взятыми, можно прийти, вот как это у тебя в твоем примере. Нет, здесь они только 600 евро платили если только за У газ нее еще была платят. газовая, то есть газовая колонка, которая воду грела, газовая система, которая отапливала дом, и даже она готовила на газу. Поэтому, убрав сейчас эти параметры, то есть оставив все электрическое... То есть там очень, очень радикальная экономия происходит, потому что у меня есть тоже в моем портфолио клиенты, которые только за газ платят по 1000 евро в месяц, ну, могут себе позволить, да, семья, дети, большая площадь, плюс еще там, допустим, сауна, мауна и все остальное, и поэтому здесь, конечно, при использовании новых технологий, потому что КПД теплонасоса и КПД сейчас панели даже вот по сравнению с того, что было хотя бы даже эти же 5 лет назад, радикально изменилось. То есть мы высасываем из каждого сантиметра квадратного панели на крыше очень большое количество энергии. Плотность батареи усилилась, то есть мы можем много энергии аккумулировать на квадратный метр батареи, да, поэтому, но То есть технологии идут вперед, но когда-то будет, опять-таки же, это потолок, да, потому что нельзя из них максимально, уже практически мы к максимуму пришли. Но здесь я хочу обратить внимание, потому что люди, так как поверхностно этим занимаются, может быть, не всегда правильно выбирают стратегию подбора. То есть на данный момент вот очень много курсирует всяких разных мнений, а тебе надо 10 киловатт шпайхера, а тебе надо 20. Некоторые уже закидывают такие желания, что под 100 киловатт шпайхера, потому что машину за
заряжать надо и все остальное. Я бы сказал таким образом, вот я всегда советую поступить так, поставьте сначала ПФАУ, посмотрите год, какая у вас будет вообще Траксайты, да, сколько она будет вам в год продуцировать. У вас статистика, потому что когда вы ставите модули на крышу, вексель-рихтеры сейчас поддерживают полностью статистику, можно будет в моменте, в разрезе посмотреть, какое количество энергии в какой день, в какую минуту было произведено. Ну да, эти эпы, они показывают прям Они за, показывают да, все. за год. И можно потом сказать, во-первых, вы за год посмотрите, какая у вас потребляемость, потому что если люди приехали в новый дом, они сами ничего не знают, сколько это будет. Также и мы не знаем, сколько крыша будет производить. А когда у вас есть хотя бы параметры статистики за год, тогда вам и проще определиться, какой батарей-шпахер вам лучше подходит. Потому что вы можете модулированные шпахеры брать, которые вы, допустим, начинаете там с 2,5 киловатт, 5 киловатт, и его до 25 киловатт можно вот такими, как это сказать, блочками такими умножать, размножать и капацитет увеличивать. Исходя из этого, конечно, это все в динамике надо рассматривать, но правильно начать и правильное стратегическое развитие. Экономия будет 100%. А может произойти такая ситуация, что придет специалист и просчитает, что именно этой клиентке, у которой, возможно, отопительный котел не такой старый, а сделать оптимизацию определенных инструментов, допустим, поставить PV-анлаги, различные усилители, которые... Не надо смеяться, просто мы можем прикрепить план здесь, показать, потому что это сложно. Это называется энергоменеджмент система. Это очень сложно объяснить на пальцах, да, буквально мы полчаса перед эфиром просматривали как раз именно эту возможность тоже, где очень четко объясняется, допустим, если клиент в 2000-х построился, у него, в принципе, котел суперсовременный, все суперсовременное, и ему технически с целью экономии нету смысла ставить вермулю в пумпу, ему достаточно добавить PV-анлага, добавить несколько инструментов, где он будет намного больше даже экономить, чем, допустим, меняя сейчас еще дополнительно вермулю в пумпу. И в это направление идет весь тренд, потому что люди начали понимать, что просто классические решения через PV-анлага, Einspeisevergütung, это больше не работает, и мы как раз занимаемся разработкой таких продуктов, которые у нас наши клиенты получают, где мы приходим, анализируем состояние газового котла, говорим, разрабатываем просто-напросто так называемый вентиль-lösung, где мы с помощью энергоменеджмента рассчитываем количество модулей на крышу, как PV-модули, ставим энергоменеджмент-систем и расширяем возможность Pufferspeicher называется по-немецки, чтобы люди могли экономить, то есть эту энергию, которую производит крыша, не закачивать за копейки государству, а закачивать это в виде нагревания своего котла, то есть не котла, а вот эта вот бочка, которая стоит накопительная, Pufferspeicher, да, Wasserspeicher из системы. И там очень большой капацитет спрятанный в том смысле, что оставаясь при газе, но потребляя гораздо меньше. И вот эти системы, они набирают... То есть за счет этого греется еще и вода. Да, потому что раньше вода грелась за счет газа, сейчас дополнительно... Вода греется за счет вот этих модулей, за счет этого электричества, которое вырабатывает уже собственный PV-анлага. Они довольно-таки умные штучки эти и довольно-таки не энергоемкие в смысле затратной части. То есть такую анлягу можно себе позволить, начиная от 30 до 35 тысяч, потому что не надо пол вскрывать, не надо половое отопление делать, остается на батареях, газ остается также, анляга остается газовая, но потребляемость газа уменьшается процентов на, скажем так, 50-70 из-за вот этого эффективного использования электроэнергии. И электроэнергия заменяет просто газ как носитель тепла, и у человека остается при тех же практически параметрах, но вместо того, чтобы он просто за ветер, за газ деньги отдавал, он инвестирует в технологию. То есть это не миф, что можно остаться с газовым котлом, и не обязательно свежие дома, опять же, да, перестраивать, и достаточно... Не так уж давно начали делать только половое отопление, не так давно, да, и даже дома, которые еще 10 лет назад строились, в некоторых случаях есть до сих пор еще батареи, в некоторых случаях люди строили, они совсем другого параметра, но тем не менее, грубо говоря, это не миф, что человек может остаться при газовом отоплении, но при этом за счет дополнительной
концепции, техники. У него будет обогреваться вода полностью и отопление, и частично отопление. Конечно, не частично, а, скажем так, А что будет хорошую газ часть. делать? Да. А газ делать будет в том случае, когда зимой как раз вот эти моменты наступают, где солнца нету, а потребление выше становится, потому что дом надо отапливать. В этом случае газ как раз и получается. Окей, то есть он только как альтернатива? Это не как альтернатива, это так называемый Spitzenlastausgleich, да, то есть это в тот момент, когда высокое быстрое потребление, тогда газовый котел включается. Все остальное, то, что в низком потреблении находится, то есть в размеренном, то тогда спасает ПФ-анляга, потому что это вот как раз и тоже один из мифов. Люди думают, что надо обязательно прямое солнцеизлучение, чтобы солнышко вот светило на панель, чтобы она что-то вырабатывала. Нет, если даже в пасмурную погоду довольно-таки ярко, потому что UV-лихт, то есть вот это ультрафиолетовое излучение, оно тоже приводит в модуле производству электроэнергии. Поэтому здесь это надо именно вот немножко углубляться. Я думаю, что люди, которых заинтересовала эта тематика, будут обращаться или к вам, или к нам, и мы можем это или же в блоге, или в чате там углубить, или же еще как-нибудь. Но технологии, они технически разработаны, они работают, у них высокое КПД и достаточно ясно